Всем приветик! Начало нового влога, и хочу вас порадовать приятными цветочками, ромашками. Самое летнее настроение. Я продолжаю снимать видео. Сегодня у нас вторник, в понедельник я работала над новым проектом, но совмещала его с заказом. И немножко изменения произошли по грузовичку Леи. В основном это оформление мордочки. Я к грузовичку Леи пришила липучки снизу и с внутренней стороны. И также уже дооформляла его с колесиками. Так, по поводу мордочки. Я в прошлом влоге, на прошлой неделе, делала глазки цветные, голубенькие, и здесь у меня был бантик. Девушке все понравилось, кроме оформления мордочки, поэтому мы переделываем. В мультике глазки у Леи черные капельки такие большие, и попросила сделать такой же формы. И здесь я уже использовала фетр. Буду их немножко подклеивать и по бокам пришивать тоненькой ниточкой. Вот, давайте я вам покажу, на каких процессах я сейчас остановилась. Помимо оформления мордочки, надо сделать еще наушники, попросили сделать. Там есть картинка в мультике. И, в общем, вот так вот будет выглядеть игрушка в новом формате. Я сделала образ наушников. Здесь небольшой микрофон. Вот, на картинке были в таких же оттенках, как и сделала я, в принципе, связала. Заказчице все понравилось. Осталось только пришить и оформить, и запрятать все погрешности. Здесь вот вышить розовой ниточкой и пересмотреть игрушку, и все, и она поедет со мной уже в Анапу. Вот, игрушка продолжается делаться и немножко отходит в сторонку. Помимо грузовичка я совмещала еще один мастер-класс. Я давно обещала, в ближайшее время, точнее, обещала выпустить один из мастер-классов на малышей, и в этот раз будет малыш Аксолотль. Я связала его из пряжи Alize Cotton Gold, и он получился немного меньше, чем я вязала из ярнар джинса. Вот так вот, как бы не сильно большая разница, но она есть, она ощутимая. А ярнар джинс у нас ниточка более пушистая, и получается игрушка более такая воздушная. А с Cotton Gold она более меньше и более такая плотная вязка получается. И за счет этого идет чуть меньше размер. Крючок я не меняла, и схемку тоже я не меняла. Игрушки связаны все по одной схемке. Вот так вот. Мастер-класс на Аксолотля будет ссылка в группу ВКонтакте, либо отдельно ссылка в Яндекс.Дзене, а также в формате описания с картинкой, с фотографиями. Вот такие вот процессы у меня уже. И я еще начала один новый процесс. Я хочу немножко отдохнуть от малышей. Сейчас я выпущу Аксолотль и сделаю перерыв недельки на 2 по поводу малышей. Я давно загорелась связать игрушку Паддингтон. Я опять смотрю, пересматриваю этот фильм, и мне давно хочется его связать. Поэтому я все-таки начала осуществлять свою маленькую мечту, и сейчас покажу мне, что получается. Вот. Некоторые фотографии, может быть, кто-то уже видел в сторис Инстаграма, либо ВКонтакте. Сейчас покажу более подробно, на чем я уже остановилась. Изначально у меня была связана мордочка. Я вязала ее несколько раз, перевязывала и пыталась найти для себя более подходящий вариант, чтобы мне нравилось. Использовала я здесь два оттенка: бежевый, кремовый даже, и коричневый. Это все пряжа ярнар джинс и крючок номер 2. Вот такая вот мордочка у меня получается. Я люблю вязать такие мишки с вывязыванием мордочек. Мне очень нравится сам процесс и нравится играть с петельками и как это все получается. И к нему же я уже связала шляпу, красную шляпу. И вот так вот у меня мишка выглядит. Вот, в принципе. К нему я успела уже связать туловище. С туловищем я очень долго боролась, бодалась, так сказать. Но все-таки я вывязала тот вариант, который мне тоже очень нравится.
Вот так вот процесс идет. И связала одну ручку. Несколько деталек пробных я уже выкинула, я не стала вам их показывать. Решила все-таки остановиться на формате ручки с логоточком. И такой вариант тоже мне очень нравится. Мастер-класс будет на Paddington в формате PDF. По поводу, когда выйдет, я не скажу. Я пока только вяжу, потом начну вязать еще одного мишку, чтобы убедиться в точности схемки. И после того сделаю набор теста, набор тестирования, и проведем его ВКонтакте. Я надеюсь, вы дождетесь и поможете мне проверить мой мастер-класс на ошибки и на опечатки, так как с опечатками я очень сильно дружу. Так, но здесь я хочу, чтобы мастер-класс был как положено, без ошибок, без опечаток, и буду надеяться на вашу помощь. Вот, так что за новостями можете следить также ВКонтакте, Яндекс.Дзене. Все новости я показываю, рассказываю. И на этом, я думаю, буду с вами уже прощаться. Пока у меня такие процессы на этой неделе. И до связи. Все. Всем привет! Сегодня у нас уже новое подключение. И я хочу вам наконец-то показать готового грузовичка Аллею, точнее, проб, ошибок и изменений. Наконец-то мы пришли к единому согласию заказчицы и оформили грузовичок. В последнем влоге я вам показывала грузовичка с вышитыми глазками голубыми, но заказчик захотел полностью, чтобы было как в мультике. Округленные глазки в форме капельки, и я сделала их из фетра, так как из фетра более получаются аккуратными и ровненькими, чем вывязывать. Заказчице понравилось, и пришила я их обычной черной ниточкой. Также заказчица попросила связать микрофон на грузовичок. Микрофон. И получилось вот у меня вот такого вот образа. Вязала по картинке, цветовую гамму тоже брала все с картинки. В общем, заказчице все нравится, это самое главное. И скоро поедет со мной в Анапу. То есть все покорять анапский курорт. Так, дальше у меня был связан маленький малыш аксолотль. На него уже есть описание мастер-класс. Ссылочку я оставлю. Мастер-класс находится на площадке Яндекс.Дзен. Там более подробно, больше фотографий вмещается, и поэтому пока получается туда выставить. Вяжется очень легко, элементарно. Хвостик ввязывается по пути, а также ручки. Единственное, что ушки я эти пришивала в определенных рядах. Я думала их вязать, то есть вы можете также их вязать в этих рядах, но они будут смотреть немножко по разным сторонам, если их вязывать. Поэтому я решила их пришить. Вот. Рост игрушки 13 сантиметров, а сама длина игрушки примерно 19-20 сантиметров. Ну, смотря в зависимости, какой у вас крючок и какая пряжа. Вот. Такие планы. Потом я вам показывала мишку, которую я вяжу для себя. Создаю мастер-класс. Это мишка Paddington. Так, я вам показывала уже мордочку, шляпку. Я наконец-то довязала полностью мишку. Осталось только собрать его. Вот, и хвостик к нему. Вот так он будет у меня примерно выглядеть. Ручки я нашла для себя определенную схему. Я вязала с третьей попытки и наконец-то подошло. То есть намучиться пришлось. И также с ножками перевязывала несколько раз, чтобы подошло в рост и в размер, чтобы мне еще нравилось. В общем, вот так вот примерно будет выглядеть. Вот так вот, если понятно. Вот. Это я собирать я буду немножко позже. На оформление пока не хватает времени, потому что мне пришел заказ. Я вяжу заказ на собачек маленьких чихуахуа. Вот, пока пусть стоит в стороночке. Вот так вот. Вот
мне пришел заказ вот на таких вот собачек. Одну пробную собачку я уже связала, мне понравилось, как выглядит. Эта собачка остается у меня, так как она первенькая, деткам она очень понравилась, особенно младшей Софии, и я решила, что эта малышка будет жить с нами. Здесь крепление, голова крутится по всей стороне, ручки и ножки на нитяном креплении. Вот так вот выглядит. Мастер-класс этот не мой, это есть мастер-класс в бесплатном доступе, девушка вяжет. Ссылочки я, конечно же, оставлю внизу под видео. Я начала уже вязать из пряжи. Это получается у нас Yarn Jeans номер 07. У меня связана одна голова и 3 формочки для оформления. Ну, в смысле, 3 формочки головы. Вот так вот. На таком этапе я остановилась. Вот, так, это у меня от шапки. И к нему уже связано 8. Так, а сколько я сказала, мне надо связать собачки? Я уже забыла. 8 собачек мне надо связать. Я уже связала 8 мордочек и 4 пары ушек. Вот, это я буду сегодня оформлять. Не знаю, успею я до пятницы сделать 8 собачек, оформить, но все равно, какой результат у меня будет к пятнице, я обязательно вам покажу. Это все, что я успела связать до сегодняшнего дня. Так что сегодня у нас... В общем, это кажется очень смешным. Сегодня, оказывается, пятница. Еще говорю, что у меня целый день есть впереди. Так что планы резко поменялись. Так, на сегодня у меня вот такой процесс. Это утро пятницы, сейчас 8 утра. Я постараюсь еще повязать часиков 4 и еще раз подключиться и показать вообще, какие результаты у меня есть. Но на данном этапе все, что я успела связать на этой неделе. Мишку связала. Сделала маленькую игрушку Axolotl, выпустила мастер-класс, довязала наконец-то грузовик и начала выполнять новый заказ. Вот. В принципе, результатом я довольна. Есть что показать. И пойду дальше вязать. А вам хорошего, доброго утра. Так, ну что, я хотела немножко отчитаться о проделанной работе. Сегодня я выставлять видео на канал не буду, не получается. Решила, лучше я сниму побольше, покажу вам больше готовых работ. И в воскресенье в обед уже выпущу видео на канал. И у меня еще будет целый день, то есть завтра в субботу повязать этих собачек. Я уже связала 8 формочек головы для собачки. Осталось одну только наполнить. И уже успела немножко оформить, начать оформлять собачек. Это получается, я пришила мордочки, вышила им бровки в стиле рококо и оформила носик. Здесь получается у меня таких вот 3 заготовки. Одна из них готовая была. И 4
простые головешки с глазиками. Их я буду оформлять позже, так как у меня закончились штифты. Остались 4 штучки. Я сегодня буду оформлять их как девочками. У меня как раз таки есть 4 красивых оттенка розового. И они будут все в розовых оттенках, только в разной палитре. А мальчиков уже буду оформлять, когда придут штифты. Если вдруг кто-то будет вязать таких же собачек из ярнар джинса, то есть из полухлопка, и будете вы пользоваться штифтами, то диаметр штифтов я использую 15 миллиметров. Вот так вот они выглядят. Это не дерево, они очень крепкие, прочные. Мне очень нравится с ними работать. Заказывала я их на Валберисе. Сейчас также заказала их там. Они там по акции 10 штучек, то есть пара, стоит около 110-130 рублей. То есть это, я считаю, нормально. И плюс вот эти вот железные, в общем, вот эти вот штучки, они очень крепкие и очень плотные. То есть и надо потрудиться, чтобы закрутить. То есть это очень хороший состав железа для того, чтобы, когда игрушка постоянно там крутится, детки крутят голову, он сохраняет прочность. Вот. То есть в этом плане меня все устраивает. Вот так вот. У меня как раз таки есть оформленные ушки на 4 девочки. И буду их оформлять. Сейчас покажу, какие оттенки розовых я подобрала. Здесь у меня состав Газал джинс и Ярнар джинс. Вот так вот будет сочетаться 4 собачки. И вот такие вот оттенки. Очень красивые. Я для себя увидела новый оттенок. Я из такого еще не вязала. Это оттенок номер 78. Такой красивый. И получается это уже оттенки, которые я уже пользовалась. 11.36 тоже красивый розовый. 11.35 такой малиновый. И Ярнар джинс, наш любимый оттенок номер 20. Я еще думаю, может быть, сделаю такую собачку, но эта пряжа немножко потоньше, тоньше нить. Это получается Газал Baby Cotton. Здесь 165 метров на 50 грамм, также 60 хлопка и 40 акрила, но вязки она очень тоненькая, чем Ярнар джинс или просто Газал джинс. То есть игрушка будет меньше, а мне хочется, чтобы игрушки были одного размера, не отличались друг от дружки. Вот так вот. Но скорее всего, наверное, вот такого плана, хотя этот оттенок очень красивый, малиновый. Я уже как-то вязала маленького зайку из него, он получился очень шикарным оттенком. А для мальчика я буду подбирать уже попозже. Так что на этом я, наверное, сегодня с вами попрощаюсь. И увидимся уже завтра. И посмотрим, какие результаты у меня будут за день. То есть все. Всем пока и до субботы. Всем привет! У нас сегодня уже суббота, и я хочу вам показать свои продвижения, что я успела сделать на этой неделе, и показать вам набор креплений, который я использовала для собачек. Вот как раз таки я получила на Валберес диск из фибры и шплин 2 сантиметра. И получается артикул для заказа. По 110 рублей я заказала на Валбересе, но как многие знают, может быть все знают, что цены очень часто прыгают. Там может быть и стать дешевле, и стать дороже, поэтому можете смотреть, добавлять себе в корзину и просто отслеживать ценовую политику товара. Вот. И давайте я вам кое-что еще покажу. Я вчера вечером сделала небольшую уборку в своей пряже и перебрала те мотки, которыми я вязать больше не буду. Здесь получается у меня шерсть, полушерсть, акрил и огромный мешок с акриловой пряжи. Здесь получается идет пихорка детская новинка есть, Ярнар Baby есть,
кусочки на капариш, полушерсти, Lana Gold. В общем, вот этот вот целый пакет с разной пряжей. И вот эти вот 3 моточка я хочу отдать бесплатно, подарить. В общем, может быть, кто-то только начинает учиться вязать и не особо хочет тратиться на дорогую пряжу, или же кто-то любит вязать из акрила, то я с удовольствием отправлю посылку. Единственное условие, что отправка посылки будет за ваш счет. Вот, поэтому я оставлю ссылку ВКонтакте на сообщение, куда вы можете мне написать. А чтобы было по-честному, кто первым мне напишет, тому я сразу и отправлю. Поэтому кто не успел, тот не обижайтесь. Поэтому вот здесь целый мешок. И, честно говоря, еще не взвешивала, но килограмм точно, может быть, будет. Поэтому пишите, я взвешу, посчитаю стоимость доставки и все вам расскажу и покажу. Вот, это один такой приятный момент. И дальше давайте я вам покажу свои продвижения. Так, а дальше у меня с продвижениями. Я успела оформить все 8 головок собачек, как сказать правильно. Вот, они все оформлены. Единственное, что осталось мне сделать, это бровки я не оформила. Вот так вот. Сейчас я уберу корзиночку. Вот здесь у меня получается их 6, и успела сделать полностью одну собачку в розовом оттенке получилось, и одну уже начала, а здесь осталось у меня оформить хвостик и лапки. Я их еще не связала, а так пока только по мелочи оформила. В общем, процесс двигается, и полностью уже полный состав оформленных собачек вы уже сможете увидеть в следующем влоге. Вяжутся они легко, никаких сложностей, честно говоря, нету. Кто-то говорил, что видел мастер-класс и думали, что они сложные. Нет, на самом деле они вяжутся очень легко и просто. Вязать по схемке. Единственное, что я изменила схемку на жопке. Там получается 2 столбика и убавка, и до конца ряда я немножко сместила 2 столбика и убавка, потом ряд без изменений, и потом закрывала кольцо, чтобы попка была более овальной и красивая такая у собачки. Вот, сейчас вам скажу, какие размеры точно получились. Размер готовой собачки у нас получается 8 сантиметров, да, если вот так вот по голу, а с ушками где-то примерно 9,5. Высота у нее 7 сантиметров, без учета ушек. 8 на 7 сантиметров идет собачка. Вот, так что вяжите с удовольствием. Ссылочки на мастер-класс будут внизу под видео. Так что все мои процессы на этой неделе вы уже посмотрели. Я надеюсь, вам понравился такой влог. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии. И большое спасибо, кто просмотрел это видео до конца. И с вами прощаюсь до следующей недели. Всем пока и до встречи.